Коллеги, добрый день. Спасибо Ксении Михайловне за такую вступительную речь. Я вижу, имея такой уже 4-летний опыт реформ на ниве дерегуляции, которую мы сделали вместе с Ксенией Михайловной, с Дмитрием Романовичем, другими коллегами, я вижу, какой самый проактивный, прогрессивный орган у нас сейчас. Я искренне приятно удивлен, насколько вы, Ксения Михайловна, донесли ту суть, которую мы сегодня хотим открыть. И, собственно, этой цитатами из книжки Фона Мисеса, который является автором такой книги. И день его рождения, 29 сентября, является этим формальным, скажем, праздником для государства, но горем для бизнеса, который мы отмечаем как проблемы для бизнеса с точки зрения излишних бюрократических барьеров. Собственно, сегодня в рамках такого Международного дня бюрократии мы бы хотели отметить результаты нашего исследования, которое называется Bureaucracy Index, или на украинском языке индекс бюрократии, и хотели бы сегодня нашей командой их презентовать. Но прежде хотел бы поблагодарить наших партнеров, это Atlas Network, Институт экономических и социальных исследований, фонд Фридриха Ноймана в Праге за финансовую поддержку этого проекта, а также Ассоциацию профессионального правительства, Американскую торговую палату и в Украине и Ассоциацию малых предпринимателей в Украине, а также издательство Economist.ua за экспертную и информационную поддержку этого проекта. Дальше хотели бы остановиться на деталях. Несколько слов про нашу организацию. Мы в 2014 году разработали стратегию дерегуляции экономики Украины. Наша миссия до сих пор состоит в улучшении, или, скажем, построении самого лучшего в Украине бизнес-климата. Ключевые программы, которые мы преследуем, это улучшение бизнес-климата, развитие свободных рынков, этот самый либеральный подход, который озвучила Ксения Михайловна, и защита прав собственности. Из ключевых достижений хотелось бы отметить, что за последние те же 4 года мы прямым или непрямым образом при кооперации с правительством, при кооперации с нашими другими партнерами помогли Украине улучшить позиции в рейтинге всем известном Doing Business на 36 позиций, что в свою очередь является экономией для бизнеса, так и для госбюджета около $200 миллионов. Собственно, роль малого бизнеса редко упоминается, но она является ключевой, поскольку большая доля предприятий, большая доля компаний, которые зарегистрированы в Украине, является малый бизнес. Это 96%, либо по статистике около 290 тысяч предприятий, которые в Украине являются малым бизнесом. Они же трудоустраивают треть украинцев, треть наших граждан, которые работают и получают заработную плату и являются движущей силой, стержнем нашей экономики. Но мало кто говорит о том, сколько стоит для этих малых компаний выполнять бюрократию, выполнять регуляцию, которая ежедневно создается, мы с ними боремся, как ветряными мельницами, и до сих пор это является проблемой. Согласно данным Мирового банка, малые компании, у которых доход до 300 тысяч гривен, выполнение, в данном случае налогового законодательства, занимает 8% от их годового дохода. Компании, которые меньше, которые больше, до 1 миллиона, это 1-2%. Поэтому, понимая эту важность, мы хотели бы показать вот эту негативную сторону стоимости выполнения такой бюрократии. Нашей командой проведен расчет этого индекса бюрократии, в рамках 3 ключевых показателей. Количество процедур излишних, которые прошли 2 принципа. Отбор этого списка прошел по 2 принципам. Первый принцип – это бюрократия, которая закреплена законом и обязана к выполнению бизнесом. Второй принцип – та же бюрократия, которая не является какой-то добавленной стоимостью для бизнеса, она несет, скажем, опциональный характер. 63 процедуры, которые мы отметили, и это, на минуточку, 500 страниц документов. Вот. Наша команда в буквальном смысле напечатала вот этот пакет документов, который маленький предприниматель, у которого 4 человека в среднем работает, бухгалтер-кадровик, который вот с этим вот списком всем ежегодно справляется. Этот список он тратит примерно 3 рабочих месяца. 3 рабочих месяца – это 469 часа, скажем, змарнованных людиних годин, как мы их назвали. И это стоит для бизнеса для малого бизнеса около 20% его прибыли, что является вот около 1170 евро в год.
Собственно, это является ключевыми показателями этого индекса. Если мы говорим о примерах на следующем слайде, например, звіт про використання та запаси палива. Насколько мы провели дискуссии и интервью с бизнесом, мы определили, что такого рода отчеты, их несколько. Там есть отчет о подаче инвестиций, который компания сделала за прошлый месяц. Такого рода отчеты подаются до 4-го месяца, нового месяца за прошлый, и таким образом компания физически из 4 человек не успевает подавать такую отчетность, и таким образом она формирует, скажем, такой беглый, очень поверхностный прогноз, соответственно, что является некорректной информацией, которая уходит в органы статистики. Следующий пример – терминовый, интересное название, терминовый почему-то, звіт про виробництво промисловой продукции. Здесь проблема в том, что компания, которая собирает в своих системах CRM, в 1С и так далее, уже такую готовую информацию. Но Укрстат ее просит отдельно в ее, скажем, формочке подавать такую отчетность и, по сути, дублировать работу еще раз. Следующий пример, та самая, скажем, рудиментария. Я думаю, что она родилась еще раньше, чем 1944 год, как Ксения Михайловна сказала. На минуточку, документи, що підтверджують забезпечення співробітників спецодягом, милом, молоком та газованной водой. Представьте, в 18 году такое происходит. Век технологий, век искусственного интеллекта. Да, очень интересный компонент. Далее сравнение Украины с несколькими другими странами на постсоветском пространстве, да, поскольку мы все выходцы из Советского Союза, страны Литва, Чехия, Словакия являются хорошим примером для сравнения. Мы видим такой инсайт, да, что Украина по количеству процедур является плюс-минус на одинаковом уровне с другими странами. Но что мы видим? По количеству времени, которое мы на него тратим, мы в 2 раза больше, чем та же Литва. По затратам бизнеса, который несет в рамках выполнения этих процедур, мы на последнем месте, поскольку уровень заработной платы далек от уровня европейского. Ну и ради интереса мы провели, скажем, такой брейншторм, куда же компания в случае экономии над этими ресурсами может эти деньги вложить, либо время потратить, собственно. Да. Первый пример – просто нанять торгового представителя, либо менеджера по продажам, чтобы развивать свой бизнес, да, который у нее и так очень лимитирован, очень маленький, поскольку она хочет расти и так далее. Следующий пример – инвестировать в оптимизацию, улучшение своих бизнес-процессов, что позволит еще больше сэкономить средств потенциально, которые компания может тратить из-за какой-то неэффективности своей, помимо бюрократии. И следующий компонент, к примеру, разработать веб-сайт, да, для того, чтобы получать новых клиентов через онлайн-каналы продаж, поскольку компания, как правило, маленькая, в очень редких случаях владеет собственным веб-сайтом. Если подытожить, то суть проекта в том, чтобы, скажем, миссия проекта в том, чтобы уменьшить уровень бюрократического давления через вот такую качественную аналитику, через коммуникацию, через начало такого, надеюсь, плодородной дискуссии вместе со всеми представителями, со всеми стейкхолдерами, малый бизнес, органы власти, медиа и гражданское общество. Результаты, которые мы планируем коммуницировать через наш веб-сайт, который мы специально разработали, является Bureaucracy Index in UA, как видно на нашем слайде. Приглашаем всех на него заходить. На нем опубликована вся методология, все расчеты, презентации. Это же будет доступна небольшая брошюрка для медиа представителей и, собственно, детальные расчеты по каждой из процедур, как мы вышли на те или иные цифры, для того, чтобы каждый мог ими воспользоваться.